За годы своей практики ветеринарный врач доктор Элиас Бреннер повидал многое. Сломанные конечности, редкие новообразования, тяжелые диагнозы и те тихие мгновения прощания, после которых кабинет еще долго оставался наполненным тяжелой тишиной. Он давно осознавал, что эта профессия требует не только знаний, но и внутренней стойкости, умения принимать непростые решения и брать на себя ответственность за чужую жизнь. Однако ничто не могло подготовить его к событиям, начавшимся в тот день, когда в его клинику на окраине Зальцбурга привезли Злату, крупную белоснежную кошку на последнем сроке беременности. Внешне она ничем не отличалась от других будущих матерей. Хвост плавно двигался из стороны в сторону, движения были осторожными и неторопливыми, и в кабинет она вошла спокойно, словно это был обычный осмотр. Роды начались привычно, так же, как десятки других, которые доктор принимал за годы работы, но примерно в середине процесса произошло нечто странное. Перемена оказалась настолько неожиданной и резкой, что Элиас на мгновение замер, не доверяя собственным ощущениям. С этого момента все начало развиваться по сценарию, который невозможно было предугадать. В кабинет вошла Клара, аккуратно прижимая Злату к груди. По ее лицу было видно, что тревога и надежда борются друг с другом. Злата готовилась к своему первому помету. Доктор Бреннер мягко улыбнулся и сказал несколько спокойных слов. «Пока все выглядит нормально», — уверенно произнес он, — «причин для беспокойства я не вижу». Клара кивнула, стараясь справиться с волнением. Злата была для нее не просто питомцем, она стала частью семьи. Светлая шерсть, уравновешенный характер и удивительная ласковость сделали ее настоящим центром домашнего тепла. Никто тогда не мог предположить, что эта беременность окажется необычной. Семья Хоффманов относилась к Злате как к полноценному члену семьи, поэтому, когда подошел срок родов, Клара решила не рисковать и привезла ее в клинику, чтобы все проходило под наблюдением специалистов. Опыт врача чувствовался в каждом его движении. Он прекрасно знал, что большинство кошек рожают самостоятельно, но поскольку это был первый помет Златы, клиника казалась более безопасным вариантом. С учетом того, что произошло позже, это решение оказалось гораздо важнее, чем можно было предположить. Осматривая Злату тем утром, доктор дважды пересмотрел снимки. Ее живот заметно увеличился с момента последнего визита, значительно больше, чем он ожидал. Он снова взглянул на изображение, нахмурился и тихо пробормотал: «День будет непростым». Обратившись к Кларе, он осторожно сообщил, что у Златы, вероятно, очень многочисленный помет. Ее глаза расширились от неожиданности. Медицинская команда начала готовить родильную комнату и занимать свои места. Клара ждала этого дня почти 2 месяца. Около 63 дней, что соответствует средней продолжительности беременности у кошек. Все это время она готовилась вместе с Златой. Покупала мягкие пледы, устраивала уютный уголок, представляла крошечные лапки и тихое мурчание. Когда настал долгожданный день, в клинике воцарилось напряженное ожидание. Все были готовы. Доктор Бреннер вел процесс спокойно и уверенно, хотя даже ассистенты чувствовали, что их сердца бьются быстрее обычного. Вспоминая прежние визиты Златы, спокойной и уверенной кошки, он заметил, что сейчас все было иначе. Она была беспокойной, издавала приглушенные тревожные звуки, тяжело дышала, ее зрачки расширились, и привычной безмятежности не осталось. Доктор сразу понял, что процесс развивается стремительно. «Она рожает», — сказал он, — «и все идет очень быстро». Он кивнул Кларе и позвал команду. Независимо от дальнейшего развития событий, Злате требовались их полное внимание и сосредоточенность. Кларе было тяжело наблюдать, как Злата испытывает боль, но доктор мягко напомнил, что кошки очень чувствительны к эмоциям человека,
И сейчас Злате особенно нужна спокойная поддержка. «Просто дышите», — тихо сказал он. «Она чувствует вас». Клара глубоко вдохнула и осторожно провела рукой по спине Златы. Прикосновение было ровным и уверенным, и постепенно напряжение у обеих стало уменьшаться. Доктор дал знак, и Злату аккуратно переместили в подготовленную зону. Котята должны были появиться в ближайшее время, и это ощущали все. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь первыми признаками новой жизни. Обычно помет у кошек составляет 4-5 котят, иногда больше, но в этот раз они появлялись один за другим. Сначала 3, затем 5, потом 7. Клара стояла рядом, с волнением пересчитывая каждого новорожденного, надеясь, что все будут здоровы. Злата держалась удивительно стойко, оставаясь сосредоточенной и выносливой. Хотя кошки чаще всего справляются самостоятельно, доктор находился рядом в перчатках, готовый вмешаться в любую секунду. Атмосфера была напряженной, но наполненной надеждой. Каждый новый писк приносил облегчение. Когда процесс завершился, на свет появилось 10 котят. Это был необычайно большой и сложный помет. Он отличался не только количеством, но и разнообразием окрасов. Большинство были светлыми и кремовыми, несколько имели рыжеватый оттенок, а один котенок обладал редким серебристым отливом шерсти, сразу привлекшим внимание. Команда переглядывалась, отмечая необычный окрас и почти равномерное распределение полов — 5 кошечек и 5 котиков. Все выглядело почти как чудо, но затем произошло то, что заставило всех замереть. Когда котята начали шевелиться и тихо пищать, один из них оставался неподвижным и беззвучным. Доктор подошел ближе и сосредоточил внимание на крошечном теле. Что-то пошло не так. Слово «мертворожденный» словно повисло в воздухе, хотя никто не решился произнести его вслух. Клара прикрыла рот рукой, ее глаза наполнились страхом. Но Элиас не собирался сдаваться. «Ну же, малыш», — тихо говорил он, осторожно массируя грудную клетку котенка, согревая его и пытаясь запустить дыхание. Злата, только что родившая 9 активных детенышей, была истощена, но внимательна. Она медленно поднялась, подошла и мягко коснулась носом неподвижного котенка. Этот жест был спокойным и уверенным, словно она говорила «я рядом». В комнате воцарилась абсолютная тишина. Иногда, несмотря на все оборудование и опыт врача, именно материнское прикосновение становится решающим. Когда надежда почти угасла, котенок сделал слабый вдох, затем еще один. Злата тут же начала вылизывать его, словно с самого начала знала, что он выживет. Она снова улеглась, окружив своим телом весь помет. Облегчение наполнило помещение, хотя доктор понимал, что вопросы только начинаются. Больше всего удивляло разнообразие окрасов. Сначала все выглядело нормально, но спустя несколько дней Клара позвонила и сообщила, что часть котят уже открыла глаза, тогда как остальные — нет, хотя обычно это происходит примерно одновременно. Доктор предложил привести их на осмотр. Он начал внимательно осматривать каждого по очереди, и первым оказался Лео с маленьким светлым пятном на груди. Но внимание привлекли глаза. Один был темно-карим, другой — ярко-голубым. Доктор повернулся к Кларе и спросил, есть ли еще такие. Она кивнула и указала на второго котенка — Феликса. У него были такие же разноцветные глаза, похожие отметины и даже слегка изогнутый хвост. При более тщательном осмотре доктор заметил, что оба поразительно похожи, но белые пятна отличались в деталях, словно один и тот же рисунок повторился с небольшими вариациями. «Так быть не должно», — тихо произнес он, понимая, что даже у идентичных близнецов возможны едва заметные различия, как, например, отпечатки пальцев у людей.
Это осознание пробежало холодком по его спине. Он предложил провести ДНК-анализ, и Клара согласилась. Когда результаты пришли, они подтвердили нечто почти невероятное. Лео и Феликс оказались монозиготными идентичными близнецами, явлением крайне редким среди кошек. Однако вскоре выяснилось еще одно. Эти двое росли заметно быстрее остальных. Тогда доктор решил провести генетическое исследование всего помета. Итоговые результаты раскрыли последнюю тайну. Котята были зачаты в результате суперфекундации, когда в одном помете оказываются детеныши от разных отцов. Клара вспомнила случай, когда во время течки Злата ненадолго выбежала во двор, и все, наконец, сложилось в единую картину. Два отца, два генетически разных набора и одна пара идентичных близнецов. История, которая потрясла даже опытного доктора Элиаса Бреннера и навсегда осталась в его памяти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.